Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных и любимых яблочных пирогов. Это классический немецкий яблочный пирог с песочным тестом и со штрейзелем. Я очень давно живу в Германии, продается здесь буквально в каждой кондитерской, в каждой булочной. Очень любим среди населения, и я показываю сегодня именно домашний такой классический вариант этого пирога. Готовится очень просто и быстро. Приготовить может каждый, даже новичок. Итак, сначала приготовим песочное тесто. 400 грамм муки я для этого беру, 8 грамм разрыхлителя, щепотку соли обязательно туда добавляем. Туда же я добавляю сейчас 150 грамм сахара. Показываю самый бюджетный вариант, но если у вас есть, лучше взять, конечно, сахарную пудру. Одно яйцо, среднего размера яйцо я беру. 2 столовые ложки молока. Молоко тоже холодное лучше брать. Все холодное берем, и яйцо тоже из холодильника у меня. Все это просто слегка перемешиваю. Добавляю туда 180 грамм сливочного масла, очень холодного, из холодильника. Все перемешиваю. Все это быстро объединяется сейчас в однородную массу. Объединяю просто руками в общий такой пласт. И сейчас сразу же распределяю все это тесто по форме. Ничего в холодильник я не убираю. Оно не успело у меня нагреться. Форма у меня 34 на 24 сантиметра. Небольшим, буквально 5 грамм здесь сливочного масла кусочком смазываю форму, чтобы просто у меня тесто лучше распределилось. Оно само выделит масло, но это просто для вот механической такой функции. Немного совсем берите масла. Выравниваю вот этот корж сейчас такой маленькой скалочкой, обильно накалываю вилкой и убираю его пока что в холодильник. Бортики небольшие такие сделала. И сейчас буду готовить уже яблочную начинку. Корж хорошо там охладится, как мне и нужно. 2 килограмма яблок. Яблоки я беру с кислинкой. Яблоки очищаю. Если вы хотите, чтобы у вас начинка была повыше, нужно брать здесь 4 килограмма яблок и всю эту порцию начинки удваивать. Снимаю цедру с одного лимона и добавляю ее туда также. И это по желанию. Цедру лимонную вообще можете не добавлять. Это все на ваш вкус. Добавляю туда также сок одного лимона. Так как у меня яблоки с кислинкой, но не совсем такие кислые, все равно добавляю сок лимона. Если у вас яблоки очень кислые, то вот этот шаг нужно пропустить, то есть сок лимона не нужно тогда добавлять. Я добавляю, так как у меня кислота яблок такая недостаточная. Начинка будет тогда пресная просто. Также туда сейчас добавляю 8 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахара. Больше сахара я здесь не добавляю, потому что у меня будет еще изюм сейчас в начинке. И тесто, и штрейзель также дадут дополнительную сладость, потому что начинка должна быть с кислинкой здесь, конечно. Вы же можете добавить больше сахара, если у вас уж очень кислые яблоки, но я этого не делаю. Все перемешиваю. Когда сахар полностью у меня распределился уже по всем яблокам, пересыпаю все это в кастрюлю с толстым дном обязательно. И буду сейчас уваривать всю эту смесь. — 70 грамм изюма добавляю туда. Все это перемешиваю сейчас. И оставляю сейчас я на умеренном огне. Все это варится примерно 5 минут. Под крышкой. Яблоки дали сок. И готовлю крахмальную заправку. 30 грамм кукурузного крахмала и сок одного лимона туда добавляю. Опять же напоминаю, что если яблоки у вас уж очень кислые, тогда добавьте туда просто 30 мл примерно воды холодной. И все перемешиваю. Просто чтобы у меня распределился весь крахмал вот именно в соке, чтобы не было комочков. Яблоки у меня хорошо запарились уже за это время. Они дали сок. И аккуратно вливаю всю крахмальную смесь в яблоки. И сейчас уже непрерывно помешиваю в кастрюле с толстым дном на умеренном огне
хотя бы минуту провариваю до загустения. Вот эта заливка, то, что жидкость между яблоками, она должна стать совершенно прозрачной. И снимаю с огня. 300 грамм муки, 8 грамм ванильного сахара и 170 грамм сахара. Приготовлю очень быстрый штрейзель. Все это просто перемешиваю, вливаю туда 150 грамм растопленного сливочного масла. Оно не должно быть очень горячим, это масло. И просто перемешиваю. Лучше всего перемешивать одной насадкой, не двумя, а одной, чтобы штрейзель получился уже как можно более оформленным. Так лучше всегда получается. Сейчас сразу же ничего здесь не жду. Комочки вот эти крупные распределяю, чтобы они были более у меня равномерные по величине. Если вы хотите, чтобы у вас форма была маленькая, допустим, на 20 сантиметров в диаметре, всех продуктов возьмите просто вдвое меньше. Горячую еще яблочную смесь распределяю сразу по тесту. Ничего с ним не произойдет. Выкладываю всю эту смесь на тесто, разравниваю. Еще раз повторяю, если вы хотите, чтобы у вас яблочной начинки было больше и выше, чтобы она была вдвое больше, этой начинки нужно делать. Она у вас уже вся приготовится, пирог будет тогда выше. Тогда, если вы будете вдвое больше брать начинки, время на выпечку немножко увеличится, минут на 15 возможно. Но это все нужно будет смотреть именно по вашей индивидуальной духовке. И смотреть на то, чтобы хорошо подзолотились бока у нижнего теста, у песочного, и сверху хорошо подзолотился тогда сам штрейзель. Всю начинку очень хорошо разравниваю, чтобы потом в разрезе пирог смотрелся красиво. Посыпаю штрейзелем, полностью весь штрейзель равномерно распределяю по пирогу. Выпекать буду в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 30 минут на среднем уровне. Все нужно смотреть будет именно по вашей индивидуальной духовке. Ориентироваться буду на то, чтобы подзолотились бока, то есть песочное тесто и сам штрейзель. Пирог у меня испекся, даю ему сейчас полностью остыть в форме. Вы же можете подавать его также горячим. Его очень часто многие любят подавать горячим. Если же горячим захотите подавать, он также прекрасно, аккуратно отделяется от формы. Нарезается прекрасно на порционные кусочки. Посыпаю по обыкновению сахарной пудрой. Можете этого тоже не делать. Очень часто этот пирог подают либо с такой хорошей порцией взбитых сливок, либо с порцией ванильного мороженого. Но это все на ваше усмотрение. Пирог получается необыкновенно вкусным, сочным и готовится, как вы видите, элементарно, просто и быстро. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.